Всем привет! Сегодня разберем 10 принципов того, как максимально быстро освоить любой навык. Но перед этим нужно понять то, что максимально быстро это не мгновенно. Все-таки какое-то время на это уйдет, потому что наш мозг не может мгновенно освоить что-либо. Ему нужно время для того, чтобы сформировать нейронную цепь, которая отвечает за те или иные движения, действия и так далее. В общем, это нельзя сделать мгновенно, но можно максимально ускорить этот процесс. Второй момент, который нужно усвоить, что там, например, за 20 часов, которые предполагаются этим способом, вы освоите навык на таком достаточно хорошем уровне, но не на профессиональном. То есть мы будем говорить о тех навыках, которые вы просто хотите уметь делать, уметь играть и так далее, но не предполагаете какой-то профессиональной карьере в этом деле. Потому что если вы это предполагаете, если, например, вы освоили и вам понравилось, то там уже немножко другая история. Об этом мы, кстати, говорили в предыдущем видео. Лучше его посмотреть для того, чтобы лучше понимать, о чем мы сейчас говорим. И третий момент, который я хочу прояснить перед тем, как мы перейдем к разбору принципов, это относительно теории. Автор Джош Кауфман, который является автором этой теории, этих принципов, говорит нам о том, что вообще исключать теорию нельзя, потому что она помогает корректировать, она помогает правильно выполнять, давать фидбэк, давать какие-то знания, навыки. Это все нужно. Но всегда нужно совмещать, потому что у нас зачастую идет, в привычном нашем обучении сначала куча теории, чуть-чуть практики. Он предполагает это все сделать практически 50 на 50, а то и больше к практике. Поэтому мы здесь теорию все-таки рассматриваем, что она нужна, она важна. Вам нужно знать определенные вещи, вам нужно в этом копаться, вам нужно в этом разбираться, но делать это лучше параллельно. Но для того, чтобы ускорить свою теорию, лучше посмотреть суперобучение, принципы 8, по-моему, их там принципов суперобучения, там больше по теории, и если их совместить, они будут хорошим комбо. Но давайте все-таки к принципам. Итак, первый принцип нам говорит о том, что нужно выбирать исключительно привлекательный проект, потому что то, что нам не нравится, то, что навязано сверху, мы никогда не сделаем, потому что нам этого не хочется. Мы будем постоянно находить отговорки, у нас будут другие причины, другие какие-то желания. Мы будем делать все, но только не это, потому что то, что нам навязывается, это не наше личное, и наш мозг отрицает это. Я думаю, многие по себе знают, что мы все хотим выучить английский, все хотим заняться спортом, но пока у нас не появится какой-то личный причины, что мы хотим что-то прочитать, что-то сделать, поправить свое здоровье, которое конкретно там уже, например, пошатнулось, и мы точно понимаем, зачем нам заниматься каким-то видом спорта и так далее. Пока у нас не будет личной заинтересованности в чем-либо, мы это все время будем откладывать. А если вы хотите по-настоящему что-то очень быстро и так концентрированно получить, освоить, то это нужно делать что-то такое, прям, то, что вы хотите по-настоящему. Второй принцип нам говорит о том, что нужно сосредоточиться на одном навыке за раз, потому что мы всегда хотим всего сразу, у нас куча идей, особенно когда появляется какая-то там технология, по которой можно что-то сделать очень быстро. Нам кажется, что вот сейчас мы все соберем и сделаем. Но если вы распыляетесь на кучу навыков, вы, во-первых, обессилены, потому что на это требуется очень много сил, вы постоянно переключаетесь, вы мало делаете, вы мало уделяете время, потому что в любом случае, когда вы занимаетесь каким-то навыком, вам нужно им заниматься, вам нужно выделять время, вам нужно выделять силы, и вам его нужно практиковать. То есть мы все время здесь говорим о том, что нужно постоянно это все практиковать. Для этого нужно время и силы, как я сказала. А если вы будете очень много всяких навыков пытаться освоить одновременно, то вы будете распыляться, и смысла от этого не будет. Это примерно как копать 10 ям одновременно или по очереди. Как вы понимаете, по очереди будет гораздо быстрее. Третий принцип нам говорит о том, что нужно обязательно четко выделить уровень того мастерства, которого вы хотите достичь, потому что любой навык — это, конечно, безразмерная штука, которую вы можете бесконечно практиковать, улучшать и так далее, но когда вы действительно хотите чего-то достичь, вам нужно поставить какой-то рубеж, который будет означать, что все, вы молодец, вы достигли и так далее, потому что мы любим очень конкретные, четкие рамки, докуда нужно бежать. Нам так легче, то есть нашему мозгу, когда у нас есть определенные границы,
границы, и мы видим конец, мы видим финиш, это всегда придает сил, эмоций, мы понимаем, что мы куда-то продвигаемся, мы можем себя похвалить или немножко пожурить, что мы медленнее идем, чем хотелось бы. Здесь то же самое. Вам нужно точно определить, вот когда вы достигнете того, чего вы хотите, что вы будете делать, ну, докуда вы дойдете, что там вы можете выполнить или сделать, или там вы силу какую-то проявите, там, не знаю, вы можете там отжаться какое-то количество раз и так далее. То есть вы должны обязательно поставить эту точку, до которой вы будете идти, а потом уже дальше будете думать. Потому что если этой точки этой не будет, вы будете идти бесконечно. Четвертый принцип – разбейте навык на элементы. Это означает, что любое физическое действие, то, что мы делаем руками, то, что мы там воспроизводим головой, ну, в смысле в своем воображении, все это имеет очень понятные, простые элементы. Потому что когда мы что-либо начинаем, нам все время кажется это чем-то таким страшным, непонятным, там, например, фигурное катание. Просто они что-то там крутятся на этих своих коньках, какие-то там задние переходы делают, перебрасы и так далее. Но любой самый сложный элемент имеет в себе определенные элементы. Очень простые, понятные, но когда они складываются, да, что-то получается очень красивое. И вам нужно в начале пути разделить вот этот самый навык, который вы хотите освоить, на понятные, простые элементы. Плюс всегда есть базовые элементы, которые обязательны. Без них никуда не пойдешь, не пройдешь дальше. Вам нужно обязательно их выявить и зацепиться вначале за них, а потом уже как бы нарастать вот этими всеми элементами дальше по усложнению. Но в любом случае, если вы сразу начнете какой-то сложный, большой, непонятный элемент учить, вы будете очень долго буксовать. Если же вы разберете на маленькие понятные кусочки, будете по отдельности сначала их прорабатывать, а потом все вместе. Это очень, кстати, часто музыканты делают, то есть они там сначала какую-то очень простую мелодию играют там из 2 нот или из одной вообще ноты, а потом соединяют их вместе, и уже потом дело идет на лад. Пятое. Приготовьте все, что вам нужно для занятия. Это очень важный элемент, который многие пропускают и забывают, но это очень важно, потому что для каждого из занятий все равно хоть что-то нам нужно, какая-то одежда, какие-то элементы, какие-то просто может записаться куда-то нужно, в какой-нибудь клуб или еще что-то, нужно что-то докупить. Это очень важные моменты, потому что очень многие как бы смеются с тех людей, которые начинают, ну, говорят о том, что я хочу начать бегать и покупают специальные кроссовки. Типа, ой, зачем? У тебя же обязательно есть кроссовки. Нет, для каких-то видов спорта нужна обязательная обувь, нужна обязательная экипировка. Без этого никак. Вы никак не сможете зачастую выполнить так, как нужно в беге. Кстати, это очень важно, иметь хорошие кроссовки, которые имеют правильную амортизацию, иначе вы себе только навредите. И вообще бег – это такая очень сложная история. Лучше сначала к врачу вообще обратиться и спросить, можно ли. Вот это тоже важный момент. То есть вам нужно подготовиться, вам нужно провести все вот это исследование, вы должны понять, что вам нужно, почитать, посмотреть. То есть хорошая подготовка – это залог того, что вы быстро и качественно будете осваивать новый навык. И как раз-таки шестое – это устранить все возможные препятствия. Это очень важный момент, потому что в любом случае процесс не будет идти гладко. Если вы занимаетесь каким-то спортом, лучше запастись эластичными бинтами, какими-то обезболивающими мазями и так далее, потому что в любом случае травмы будут, какие-то осечки, какие-то провалы. Это все нормально. Это нормальный процесс получения знаний, получения навыков. И если вы заранее вот это все сделаете, если вы заранее сможете подумать о том, чтобы предупредить, например, близких, о том, что не трогайте меня в это время, или там отпроситься откуда-то, не знаю, изолировать себя и так далее. То есть для каждого навыка, конечно, свой набор. То есть вы в любом случае должны заранее подумать, а что мне может мешать? Внутренние какие-то процессы, внешние, какие-то внешние раздражители, неустроенности, там, например, физическое, что у вас там нету стула, нету того, нету сего. Вы должны это все заранее продумать, опять-таки, потому что это помогает вам потом просто погрузиться в процесс и наслаждаться всем этим процессом, даже со всеми вот этими спотыканиями, затыками и всем прочим, но это все очень интересно, и это все один процесс, который вы должны пройти. Седьмой принцип говорит нам о том, что нужно обязательно выделить отдельное время для занятий. Я об этом часто говорю в своих видео, то, что если вы думаете о том, что я когда-нибудь, вот тогда, вот, может быть, у меня будет время. Нет, если вы будете так думать, вы никогда не выделите время, даже если вам сильно хочется. Если вам сильно что-то хочется, вы 1-2 раза позанимаетесь, и все, на этом все закончится. Нужно обязательно вычислять, когда вам удобно этим заниматься, когда в этом
не будете мешать себе, мешать другим и так далее. То есть вам нужно четко проанализировать все ваше время, которое вот вы там, в течение дня у вас проходит, на что вы его тратите, чего вы можете, ну, пока ужать какое-то время, там, например, просмотра сериала, потому что в любом случае вам нужно каждый день посвящать час, а то и больше, там, час-полтора, в зависимости от все-таки вашего навыка. Кое-где нужно немножко побольше времени, кое-где немножко поменьше, потому что, там, например, нагрузка, если очень интенсивная и большая, то можно немного сократить время. Но в любом случае вам это время нужно найти, выделить и четко заключить в рамки того, что вы будете заниматься своим навыком. Это прям нужно проговорить и себе, окружающим, своему расписанию и так далее. То есть следующий момент по поводу обратной связи. И принцип говорит нам о том, что нужно создать петли быстрой обратной связи. Что это значит? Когда вы занимаетесь каким-то навыком, вам нужно очень быстро понимать, что вы делаете не так. Это можно делать за счет другого человека, за счет зеркала, за счет видеозаписи, за счет просто наблюдения, самонаблюдения и так далее. Вы можете выбрать комфортный для вас фидбэк, то есть это либо другой человек, либо вы сами. Очень многие спортсмены записывают свои занятия, даже музыканты тоже записывают себя для того, чтобы услышать и понять вообще, что не так. То есть для того, чтобы очень быстро освоить какой-либо навык, вам нужно постоянно себе давать информацию, что нужно исправить, потому что вы можете нарабатывать навык, потом там, например, вы решили кому-то это продемонстрировать, вы его демонстрируете, и как бы вам говорят о том, что это вообще не то, это вообще не так. Такое бывает, если вы не смотрите на себя со стороны, если вы не слышите себя со стороны, и вам никто об этом до этого не сказал, поэтому для того, чтобы быстро и качественно и правильно осваивать навык, нужно постоянно себя исправлять. И девятый принцип как раз-таки говорит нам о том, что нужно заниматься короткими интенсивами и по расписанию. Это вот как раз к предыдущему, что, во-первых, вы выделяете время, во-вторых, это должно быть регулярно, потому что нашему мозгу нужно, чтобы вы постоянно этим занимались. Если вы хотите что-либо освоить, ваша нейронная цепь должна постоянно быть задействована, но с перерывами. Да, отдых нужен, перерыв нужен, переключение нужно, но нужно постоянно к этому возвращаться, потому что то, что используется, то хорошо запоминается нашим мозгом, то лучше как бы работает в нашем мозге, то есть та цепь активная, и мы все лучше и лучше делаем. То есть вам нужно в расписание свое как бы внедрить эти все занятия. И да, короткие интенсивы, не нужно там целый день уделять этому время, то есть если у вас есть только один день для этого, все-таки постарайтесь разнести это по неделе, потому что нашему мозгу нужно интенсивно воспринять, поработать с этим навыком. Потом ему нужен перерыв обязательно, поспать, отдохнуть, переключиться, потом опять интенсивно, то есть это будет гораздо-гораздо эффективнее, чем если вы будете один день, там, 5 часов заниматься. Это равняется тому же 1 часу, который вы бы уделили в течение недели. И последний принцип призывает нас уделять внимание количеству и скорости воспроизведения вашего навыка. Потому что когда мы что-либо осваиваем физически, нашему мозгу нужно время для того, чтобы сформировать цепь, как я уже говорила ранее, и ничто не компенсирует вам те часы практики, те часы повторения, которые вы должны сделать. Потому что ничто так, никак по-другому вы не сможете, кроме как повторять и максимально ускорять процесс для того, чтобы он быстрее перешел в автоматическую фазу, о которой я говорила в предыдущем видео. То есть вы должны перестать думать, как выполняется то или иное действие. Это можно сделать только путем большого количества повторений. И чем, за счет того, что вы ускоряете это действие, тем легче вы проходите, тем меньше когнитивной нагрузки требуется, тем крепче ваша нейронная сеть, которая отвечает за этот навык, тем быстрее вы, по сути, осваиваете навык. Но все-таки нужно не забывать про качество. Автор об этом немножко умолчал, но я все-таки призываю вас к тому, чтобы вначале делать достаточно все медленно. Как автор вначале говорил, вначале нужно разобрать на базовые какие-то шаги, элементы вашего навыка, и нужно все-таки начинать с очень медленных процессов, то есть вам нужно правильно запомнить весь процесс того, как происходит ваш навык, потому что если вы будете как-то там научились и ускоряете этот процесс, это будет неверно, потому что вы изначально неправильно все сделали, у вас есть какие-то ошибки, то есть вначале нужно вычистить
весь этот элемент, который вы будете повторять, а потом его бесконечно повторять. И тогда от этого будет толк. То есть, в принципе, все вот эти принципы, они призывают вас к тому, чтобы максимально хорошо подготовиться, разобрать на составные части, определить, что именно базовые навыки, до какого уровня вы хотите дойти, и бесконечно практиковаться. Ну, практиковаться вдумчиво, получая обратную связь, шлифуя его, как бы помогая себе обратной связью, вычислять, что вы делаете не так, исправляться и снова практиковаться. Все, мои хорошие. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.